Долгие годы вокруг азербайджанских воров в законе складывался образ людей, которые предпочитали оставаться в тени, избегали публичности и редко позволяли посторонним увидеть, как они ведут себя тогда, когда оказываются лицом к лицу с представителями закона. Многие знали их только по громким прозвищам, слухам и криминальным историям, публикациям в прессе, но совсем немногие могли увидеть, что происходит в тот момент, когда заканчивается влияние, связи и привычная среда, а начинается официальный полицейский допрос. Сегодня вы увидите именно такие кадры, настоящие задержания, реальные допросы и архивные материалы, благодаря которым можно посмотреть на известных представителей криминального мира совершенно с другой стороны, как они отвечают на вопросы, что говорят о своем статусе, признают ли свое прошлое или стараются полностью от него отказаться, где заканчивается громкая репутация и начинается обычный разговор с сотрудником полиции. В этом выпуске собраны материалы о наиболее известных азербайджанских ворах в законе, которые в разные годы были задержаны правоохранительными органами. Мы вместе разберем, кем были эти люди, почему они оказались в центре внимания полиции, какие обстоятельства привели их к задержанию и как проходили сами допросы. Некоторые моменты могут вас действительно удивить, потому что реальность нередко оказывается совсем не такой, как ее представляли многочисленные слухи и криминальные легенды. Смотрите внимательно до самого конца, потому что многие самые интересные и неожиданные моменты будут показаны значительно позже, а некоторые кадры редко встречаются в одном месте и позволяют по-новому взглянуть на историю известных криминальных авторитетов. Если вам интересны подобные документальные материалы, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Именно ваши лайки и комментарии помогают продвигать новые выпуски и делать их еще чаще. От души благодарю. Отчество. Мамедов Джавид Ильтизамовна. Число, месяц, год рождения. 14 марта 85-го. Место рождения. Азербайджан. Гражданином какой страны являешься? Азербайджан. Цель прибытия на территорию Украины. Лечиться приехал. С какого времени на территории Украины? Не помню. Вы вором в законе являетесь? На этот вопрос не буду отвечать. Фамилия, имя, отчество. Мамедов Джавид Ильтизамовна. Год рождения. 1985 года рождения. Где родился? В Азербайджане. Адрес. Не помню. Ранее судимый. Было дело. Сколько в Украине времени? Не помню. Мамедов Джавид Ильтизамовна. Число, месяц, год рождения. 14 марта 85-го. Уроженец какой страны? Азербайджанец. Гражданин какой страны? Азербайджанец. Паспорт имеете? Не имею. Где работаете? Отдыхаю. Раньше привлекались к уголовной ответственности? Нет, Ни разу? ни разу. В Украине? В другой стране? Украину говорю. Являетесь ли вы вором в законе? Неуместный вопрос. Поддерживаете ли вы воровские традиции и уголовные традиции? Не буду отвечать на этот вопрос. Неуместный вопрос задаете. Когда вы перетнули границу Украины? Точно не помню. Ну когда приехали в Украину? Может, месяц. Точно можете сказать? Точно не помню. Где вы пересекали границу Украины? В смысле, где? Пересекали какой таможенный, пограничный пункт, какой проходили? Автомобильный. Ну, какой город? Город не помню. Какая область? На западе. На Западной Украине? Адрес, где вы проживали на территории Украины? Не помню. Область. В смысле? Где вас задержали? Представься, пожалуйста. Ильгар, Фамилия, имя, отчество. Алиев Ильгар Ибрагимович, Когда вы родились? 77 Число, месяц. 8 января, Где родились? Грузия, Где вы прописаны? Азербайджан. Адрес какой? Адрес не помню. Давно уехал оттуда. Вы за что судимы? За наркоту. Какой срок вы будете наказаны? 4 года.
Еще судимости были? Был. Когда? В каком году? В какой статье? В 2003 году. На грабеж. Все, больше нет судимости. Ясно. По отбытию наказания куда планируете убыть? Не знаю пока. Ну, вы прописаны в Азербайджане? Азербайджан, да, гражданин Азербайджан. Документы имеются, да? Имеется. Ваш статус в криминальном мире? Как это понять статус? Вором в законе являетесь? Вор. Вот. Уголовное имя есть? Кличка? Как к вам обращаться? Илегар. Я хочу довести до вас, что 22 февраля 2018 года Министерство внутренних дел Российской Федерации в отношении вас принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации. В соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года 114 ФЗ о порядке въезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию, вы должны выехать из Российской Федерации с момента освобождения из мест лишения свободы. В случае невыезда из Российской Федерации в указанный срок вы подлежите депортации. Также я вам хочу разъяснить, что в случае въезда после депортации на территорию Российской Федерации различным способом в отношении вас будет применено уголовное преследование. Понятно, да? Это незаконное пересечение государственной границы. Вам это ясно, да? Вот уведомление. Пожалуйста, распишитесь в его получении. Уведомление получил сегодня, 30 Да, здесь надо подписаться. Где скажите? число, 30 марта. Фамилия, инициалы. И подпись. Все. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Исмаилов Рашад Мамедов. Год рождения, 16.03.78. место, Республика Азербайджан, город Янжа. ранее судимы. Ну да. По каким статьям? Где сидели? Сейчас в Беларуси по 380. До этого в России. Статью за год. Вором в законе являетесь? Ну, вор? Отказываетесь отвечать? На провокационные вопросы не отвечаю. Хорошо, спасибо. Ваша фамилия, имя, отчество. Джанилов Шамлав Фигович. Громче, пожалуйста. Джанилов Шамлав Фигович. Вы знаете, что вы находитесь в международном розыске за совершение преступления, разыскиваетесь правоохранительными органами Азербайджана? Нет, я не знал. Ты не знаешь. У вас есть проблемы на родине, в Азербайджане? Нет, Возбужденные уголовные дела в отношении вас? нет, никакой проблемы. Азербайджанская сторона подтвердила ваш розыск, и в ближайшее время будут созданы... Азербайджанская сторона подтвердила ваш розыск, и в ближайшее время будут направлены документы с Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратуры Украины для организации экстрадиции вас на родину. Вернее, не на родину, а в Азербайджан, так как вы являетесь, я так понимаю, гражданином России. Проблем нет. Вообще нет. Вообще нет никакой проблемы. То есть вы не знаете, с чем связан арест, ваше задержание, а также последующее мероприятие, которое проводилось. Я понял.
Не знаю, причин не знаю. Чем вы занимаетесь в России? Вы работаете? У вас есть бизнес? А здесь чем занимались? Цель визита сюда, на Украину. Лично. Фамилия, имя, отчество. Даглиев Олег Олегович. Число, месяц, год рождения. 1983, 24, 11. Где родились? Город Ногинск. Постоянно где зарегистрированы? Здесь же Ногинск. Адрес точно. Улица Рабочая, 928. Фактически где проживаете? Там же по этому адресу. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Лицом категории вор в законе себя относите? Вор? Уголовное прозвище? Нет. Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Даглиев Олег Олегович. Число, месяц, год рождения. 1983, 24, 11. Где зарегистрированы? Город Ногинск. Адрес полностью. Адрес. Ногинск район. Улица Рабочая, 928. Где проживаете? Там же. Ранее судимы? Нет. Цель приезда в Украину. На свадьбу. Вором в законе являетесь? Да. Ваша фамилия, имя, отчество. Даглиев Олег Олегович. Число, месяц, год вашего рождения. 1983, 24, 11. Где вы родились? Город Ногинск. Постоянно зарегистрированы где? Тоже город Ногинск. В Ногинске? Да. Адрес точно какой? Рабочий, улица Рабочая, 928. Это поселок там какой-то, да? Как правильно называется? Да нет, город. Город Ногинск? Ранее судимы? Нет. Не судимы? Нет. Работаете? Нет. Семейное положение? Это же лично. Дети имеете? Да. Имеете. Вором в законе являетесь? Вор. Вором являетесь. А вот вас сегодня задержали в ресторане «Наш двор», сотрудники полиции. В связи с чем? Ну, было дело. Ну, заехал с друзьями перекусить, поужинать. Поужинали? Ну, не успели. Понял. Вас что-то изъяли там, что-то досматривали вас? Ну, что-то было, я не знаю. Что-то Понятно. Наколки имеете на теле? Нет. Не имеете. А являетесь гражданином Российской Федерации, правильно? Да. Фамилия, имя, отчество. Талабханлы Хаджибаба Тахировна. Число, месяц, год рождения. 29.03.82. Где родился? В Азербайджане. Вором в законе являешься? Да. Уголовное прозвище имеешь? Хаджи. В Москве давно? Нет. Не знаю. За что задержан, знаешь? Нет. А? Нет. Фамилия, имя, отчество ваше. Назаров Юнус. Отчество. Жанахмед Балды. Число, месяц, год рождения. 61, 23 января. Уроженец какой страны? Азербайджан. Гражданин какой страны? Азербайджан. Работаете? Нет. Чем занимаетесь? Я инвалид, как я могу работать? Криминальный статус имеете? Криминальный статус имеете? Да, вор. Вор. В Россию когда прибыли? За 6 лет назад. В город Ульяновск когда прибыли? 10-15 суток есть. Цель визита. Цель визита в город Ульяновск. Зачем приехали в город Ульяновск? Просто так-то я приезжаю 10 месяцев, оставлю, отдыхаю, уезжаю дальше. Где проживаете в городе Ульяновске? Не знаю я. Видишь, это землякам живу 1 сутка
сам один судья. Адрес назвать можете последнего жительства? Нет. Не знаете просто или что? Ясно. Дальше куда собираетесь убывать? Дальше хочу в сторону Азербайджана идти, Дагестан, оттуда. Я хочу в себе идти. Ясно. Хорошо. Значит, ваша фамилия, имя, отчество, Азаров Джунус Махмудовлы. число, месяц, год рождения. 61 год, январь 23, Где вы родились? город Баку. Постоянно зарегистрированы где? Яшамалский район, дом 163. В Баку. Баку. На территории Российской Федерации постоянную регистрацию имеете? Нет. Давно приехали в город Москву? 4 месяца есть. 3-4 месяца назад? Цель приезда? Приезда через Украину я пришел сюда. Вы зачем в Москву приехали? Приехали здесь, врач сказали, есть найти. Лечиться? Да. А какие у вас заболевания? У меня это паралич инсульт. Инсульт? Да. У вас какая-то группа инвалидности имеется? Да, первый группа. Первая группа инвалидности? Да. Есть. Вы ранее судимы? Судебный. Общий срок проведения в местах лишения свободы сколько? 20. 20 лет? Да. Вором в законе являетесь? Да. Ваше уголовное имя? Юнус. Юнусом называют? Юнус. Только Юнус. Я понял. Ваша фамилия, имя, отчество? Азаров Джунус Махмудовлы. Число, месяц, год вашего рождения? 61 год рождения, 23 января. Где вы родились? Азербайджан, Баку. Баку. Гражданином какой страны являетесь? Да. Гражданин какой страны? Азербайджан. Значит, у вас паспорт гражданина Азербайджана. Азербайджан. Я понял. Вот 5 августа 2017 года в городе Ульяновске судебным решением принято решение о добровольном вашем покидании Российской Федерации в течение 10 дней. Было такое? Вот. Сегодня уже у нас получается 11 октября, вы до сих пор не покинули страну. В связи с чем? Здорово не позволяют. Здоровье не позволяет что, улететь на самолете или что? Не сюда. Мне надо ходить идти. Лишь давление у меня 200 было. Я как могла выйти? Но вы понимаете, что вы нарушили российское Как, да? законодательство? Не Что сказать лучше, ну так могу. Значит, сегодня вы опять задержаны за нарушение миграционного законодательства в связи с тем, что вы не выполнили требования Ульяновского городского суда о покидании предела Российской Федерации. Вам это понятно? Понятно. На вас составлен сейчас будет повторный административный протокол, и вы вместе с представителями миграционной службы поедете в городской суд города Подольска, Московской области, где в отношении вас будет принято решение всего быстрее помещение вас в Центр иностранных граждан временный до принудительного выдворения в Республику Азербайджан. Понятно вам это? Понятно. Вы не работаете. Я не раб, я инвалид. Инвалид. Вором в законе являетесь? Нет. Вор. Вот. Имя воровское. Юнус Тургматович. Юнус так называют, да? Да. Ранее судимый. Да. Сколько раз? Откуда я не читаю, я уже забыл. Сколько лет провели в местах лишения свободы? 4 лет, 5. 5 лет? Сколько отсидели в общей сложности? Общий среднем почти 22. 20 лет? Да. Общий 70. Все наказания отбывали где? Азербайджан. В Российской Федерации судимы не были. Не были, да? Нет. То есть вы после решения Ульяновского городского суда
покинули, да, город Ульяновск и приехали сюда, на территорию Московского региона. Да. Покидать Российскую Федерацию вы добровольно не планировали, я так понимаю. Мне понравился Российская Федерация. Да? Да. То есть скоро мы вас будем ждать опять здесь. Сейчас вы улетите, и мы вас будем ждать опять у нас здесь. Нет. Больше не прилетите к нам? Там будет Азербайджан, что мне туда-сюда. Один фильм есть, паспорт, квадрат, самолет, и борода, вот. У меня взять такая же. Очень надеемся на это. Все, спасибо. Фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, уроженец и так далее. Ахмедов Натик. Значит, фамилия, имя, отчество, в камеру смотрите. Ахмедов Натик Айданович. Число, месяц год рождения. 73-го. Да, 21 Громче июль, говорите. 21 июля. Где родились? На Азербайджане. Республика, Баку, город. Баку. Город Баку. В Москве где проживаете? В камеру смотрим, Ну, пожалуйста. здесь. Где здесь? Ну, родственники, друзья. У родственников здесь. Вы являетесь вором закона? Да, я камеру. вор. Вор в законе. Да, я Уголовная вор. кличка есть, погоди. Нет. Как вас называют? Натик. Натик, да? Наколки, бардаки Нет. еще нет, ничего нет, да? Дорогие мои, 20 года иметь свою семью, это очень тяжело. Сегодня я хочу с этой семьей выпить, когда труд плодники нашего блюда, и если здесь находимся, мы надеемся на него. Я за вас, за ваших детей. Всех благ вам, дорогой мой. Тули, супруга,
как сестра. Желаю вам всех радости, которые вы за эти 22 года упустили. Может, я не помню питомец разговоры, но я одно могу сказать. Не каждая женщина может через 23 года остаться мужем. Гули, ты брат наш, ты наш родной. Я знаю, даже если мне скажут, что Гули меня хочет убить, я прямо туда приду. Я тебе прямо говорю, даже если скажут, иди скажешь. Это наш брат, дай Бог здоровья. Ника! Если сразу сказали, что женись, а ты уже не любишь. Ника, иди, брат. Дай мой подержи. Думаю, знаю. А держите одну страну. Представьте, пожалуйста. Именно Ахмедов Джамалович. Когда вы родились? 82 Число месяца? 3 февраля. Где родились? Азербайджан. Вы граждане какой страны? Тоже Азербайджан. Судимы? Да. За что судимы? Когда? Судился в 6 году. 13 лет. Статья 209. Сегодня освободились, да? Да. 25 января. Вором в законе являетесь? Да. С большой буквы. Совершенно верно. Уголовное имя имеется? Да. Как это называется? А то, что гонял? Нет, нет. Довожу до вашего сведения, что 14 января 2019 года в отношении вас, Министерства внутренних дел Российской Федерации, принято решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации. В соответствии с статьей 25.10 Федерального закона 114 о порядке въезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию, в связи с чем вы должны выехать из Российской Федерации. В случае невыезда из Российской Федерации указано, вы должны будете подвергнуться депортации. Вам понятно? Также довожу до вашего сведения, что в случае, если вы по каким-либо способом сюда въедете в Российскую Федерацию, то в отношении вас будет уголовное преследование. Вот ясно. Вот уведомление. Пожалуйста, распишитесь. Не расписаться не буду. Это уведомление, то, что Ну, понятно, я услышал. Расписаться не буду. Хорошо. Представьтесь, ваша фамилия, имя, отчество. Сулейманов Вагиф Мадат Аглы. Место и год рождения. 15.08.65 год. Грузия, Тбилиси. Гражданином какой страны являетесь? Лицо без гражданства. Где зарегистрирован? В Москве. Москва, Бутово, улица, не помню. Фактически проживаете где? Там же. Там же? Чем занимаетесь в городе Москве? Бизнес. Источник доходов какой ваш? Бизнес. Какой бизнес? Разный.
Ранее судимый? Общий срок в местах лишения свободы. Последняя судимость за что? Последняя судимость вымогательство. Где отбывали? Сколько? 1 год. 1,5 года. Ваш статус? Гражданин. Вором в законе являетесь? Я не отвечаю на эти вопросы. Ну, вор, да или нет? Не отвечаю на эти вопросы. Спасибо. Представьте, пожалуйста, фамилию, имя, отчество. Шипилов Заур Байрамович. Дата рождения ваша. 18.10.85. Где вы родились? Город Оренбург. По национальности кто? Азербайджанец. Ну, родился, вырос здесь, русский. И крещенный в церкви. Прописан по какому адресу? Оренбург. Семейное положение. Жена. Дети есть? Да, 3. С вами вместе пожил? Да. Ранее судим? Да. Когда? По какой статье? Ну вот, 228-я. 15-й год. Где 3 года срока в Москве. Сколько отбывали наказание? 3 года. Где, в каком исправительном учреждении, в каком городе? Освободился с Красноярска, город Минусинск. Надзор установлен? Да. Сколько лет? 3 года. Какие условия надзора? Ну, все. Не посещать места, после 10 быть дома, не выезжать из города. Вот, по-моему. Чем вы сейчас занимаетесь? Трудоустроены? Да. Что делаете? Трудимся. Каким образом? Где? Есть фирма, организация? Да, ООО «Туркстройкомпани», мастер ленточных работ. Вы каждый день на работу ходите? Через день там разный график у нас. Москву посещаете? Был вот, да, в больницу ездил. Для лечения? Да. Как часто ездите? Не часто, очень редко. По назначению За врача? 6 лет 3-4 раза был. 3-4. В этом году были? Да. Когда последний раз? 3 месяца назад. Ясно. Задам вопрос. Ваш статус в криминальном мире. Вором в законе вы являетесь? Ну, я же могу и не отвечать на вопрос. Можете не отвечать. Ну, вы вор. Простой вопрос, да или нет? Все. Ну, вор или нет? О чем мы говорим? А? Не понял. Вы вор? Без камеры. Хотите поговорить, поговорим. Не хотите отвечать. Фамилия, имя, отчество? Сулейманов Вагиф Мандат торгует. Число, месяц, год рождения. 15.08.65. Криминальным авторитетом являетесь? Я не отвечаю. Вор? Не отвечаю. Вы вор? Не отвечаю на такие вопросы. Хорошо. Как стало известно информагентству Prime Crime, позавчера в Турции бывшие гулиевцы вывели за штат одного из своих самых слабых собратьев, 41-летнего Рафета Амирова, более известного в криминальных кругах как Рафет Али Байрамлынский. Не дожидаясь, пока негативные последствия от неизбежного столкновения Рафета с посторонними ворами отразятся на них, его крестные отцы сыграли на опережение и избавились от обузы. Причиной отлучения Рафета от воровского, сопровождавшегося побоями, называют интриганство и игнорирование несовместимых с титулом обвинений. Несмотря на то, что Рафет Амиров вошел в историю в качестве одного из двух крестников Гули, в семье его считают человеком случайным. Даже в окружении Салифовых всегда были невысокого мнения об умственных и организаторских способностях Рафета.
Что привлекло лидера азербайджанского воровского мира в Амирове, до сих пор остается загадкой. Ни перед сообществом в целом, ни лично перед Гули, ни судимый Рафит не имел никаких заслуг. Равно как не снискал никакой значимости для Гули ни в финансовом, ни в физическом плане. За 6-летнюю карьеру, ничем кроме зарабатывания денег на имени, Рафет не отличился. Вся его воровская состоятельность зиждилась на самолюбии Гули, который по своему добродушию душил в зародыши любые на него поползновения со стороны коллег. Без Гули он стал для гулиевцев ненужной миной замедленного действия. Сразу после того, как Рафет пополнил воровскую семью в 2014 году, стало известно о его участии в наркоторговле, причем от его же партнеров по бизнесу. Воры, выдвинувшие Рафета, на которых это бросало тень, спустя год поставили ему на вид и дали срок, чтобы разобраться. В начале лета Рафету напомнили, что за 5 лет он не пресек упреки, и тех, кто их кидал, не обвинил в клевете. Говорят, для местности, откуда происходит Рафет, барыжничество не только в порядке вещей, но и престижное средство заработка. Тогда как для воров, ничем не прикрытое оно, все еще одно из главных табу. Последней каплей и неформальным поводом для низложения Рафета стали распространяемые им слухи, будто Альберт Рыжий отправил к Леке киллеров. При этом Рафет долго не выдавал ворам источник своей осведомленности, сколько у него не допытывались. Позавчера гулиевцы во главе с Намиком приперли Рафета к стенке и поставили вопрос ребром. Игнорировать интерес воров к делу, касающемуся жизни одного из них, Рафет не смог и сослался в итоге на некоего азербайджанца, с которого ранее получили как с гада и опустили, о чем имеется видеозапись, о которой Рафет не мог не знать. Стараясь уйти от дальнейших неудобных вопросов, Рафет попытался откланяться и бросил напоследок фразу «Вы все увидите», которая стала для воров, как для быка, красная. Рафета грубо приземлили обратно за стол. Подоспевший к окончательному разбору полетов вор-торчик обозвал Рафета дичью и дал ему звонкую оплеуху. Рафет подскочил и схватил Нукзара за обе руки, явно не зная, что делать дальше, и тут же попал под град обрушившихся на него пинков и ударов. Никому из присутствовавших воров Рафет так и не стал другом. По слухам, единственным вором, посочувствовавшим впоследствии Рафету и готовым за него побороться, оказался Камо Сафарян, которому не впервой вступаться за ущемленных азербайджанцев. На фоне недавних карабахских событий обращение Амирова за помощью к Сафаряну выглядит актом подлинного воровского интернационализма. Несмотря на утрату титула, Рафет Амиров останется объектом интереса МВД России, по линии которого с 2010 года он числится в международном розыске за убийство. Ваша фамилия, имя, отчество? Ибрагимов Дадаш, Чемодовой. Дата вашего рождения? 73. Число месяца? 16 апреля. Где родились? В Баку. Прописаны вы где? В Баку. Адрес Баку какой? Абилова 65. Гражданином какой страны являетесь? Азербайджан. Баку. Вы ранее судимы? В Баку. Здесь нет. В России вы имеете в виду? В России. А по какой статье судимы и в каком году? 228. 11. В 2011 году по 228. То есть сейчас освобождены? Да, сейчас освобожден. Вот сегодня освободили с тюрьмы Красноярской. А какая еще статья вам менялась? 2.9.1. Это что за статья? Это? Дача взятки? Ну, попытка, что ли? Попытка. Это в местах лишения свободы вы находились, да? Ну, я подарил, а они сделали. Что подарили? Часы подарили. Сотруднику колонии? Ну и да, там сотрудник был. Не понял. Вором в законе являетесь? Да. Уголовное имя есть у вас? Как зовут? Пакинский. Как зовут? Дадаш Пакинский. Я вам хочу разъяснить, что в отношении вас вынесено распоряжение Министерством юстиции Российской Федерации от 27 января 2015 года номер 1054 о нежелательности вашего пребывания на территории Российской Федерации до 7 июня 2021 года. Вам понятно?
Сегодня вы будете депортированы в Азербайджан, и въезд на территорию Российской Федерации вам запрещен. Это ясно, да? Ясно. Вор? Не отвечай на это. Ну, да или нет? Да я не пойму, что да, о чем это разговор, не по существу. Вор, не вор, я не говорю. Не Вор? по существу разговор не понимаю. Понял. Отказываешься называться. Ну зачем она это? Тем более, если не понимаю, о чем это. Осужденный Саркисян Георгий Иванович, 2 октября 1983 года. Статья 228, часть 2, срока исполнения года. Начало срока 3 февраля 2015, конец срока 2 августа 2018. Вором в законе не являюсь, никогда не являлся, отказываюсь от поддержания воровских традиций. Так, скажите ваше фамилия, имя, отчество. Число, месяц, год рождения, место рождения. Место рождения? Место рождения, число, месяц и год. Ереване родился, Ереване, короче. 28 марта 62 года. Откуда и куда направлялись? Я еду с Франции, еду домой в Москву, сейчас проживаю в Москве. Повернитесь, пожалуйста, в левую сторону. Теперь в обратную. Все, повернитесь ко мне лицом. Вы мою фамилию, имя, отчество, вы знаете прекрасно. И я вам еще раз говорю, что я Рашид Хачатурян Рашотович, я это вам 100 раз говорил. Мне вы об этом ни разу не говорили. Пусть Вот теперь вы можете представиться? Я же вам сказал, что я вам 5 раз буду говорить. Ну. Не буду А число, говорить. месяц, год рождения ты можете назвать? 12 августа. Угу. Скоро, вот, через пару дней у меня день рождения. А год рождения у вас какой? 66-й. Уроженец чего вы? Карабаха. Какого города? Судимы раньше были? Был. Когда последний раз? Недавно освободился. По какой статье? 210. Вором в законе являетесь? Не знаю, что вы говорите, что за закон. Я всю жизнь живу в беззаконии. Ну, вы имеете криминальный статус вора в Я законе? не знаю, что такое статус. Я есть гражданин Рашид, который имеет право жить в этой стране. Нет. А что я имею, это уже государство знает, что имею, что не имею. Все ясно. Я за это сидел, теперь я буду еще отчитываться. Я еще даже до сегодняшнего дня нахожусь под наказанием судебного этого. Я еще срок свой не добил. У меня еще сколько раз 2 года еще. В месяц сколько раз отмечаете? Лично сам хожу 2. Личный досмотр В не месяц, проводили? да? Нет. А? В месяц? В месяц 2 раза, да? Да. А так приходят через день, через 2. Представьтесь. Сильвиан Саркис Карапетович. Откуда прибыли? Прибыли с Турции. Так, гражданином России являетесь? Да, конечно. Зарегистрирован Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария. Ранее судимы? Да. По каким статьям? Ну, не кратко. Однако. Вором в законе являетесь? Никого я ничего не крал.
сейчас будут вопросы задавать? Нет. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Так, готов? Да. Фамилия, имя, отчество свое назовите, Юрий пожалуйста. Степан Кимович. Дата рождения. 1953, 7 ноября. Где родились? Город Тбилиси, Грузия. Где проживаете сейчас? Ростовская область. Ранее судимы? Да. Сколько раз, по каким статьям? Неоднократно. Что вот эти рисунки у вас на теле обозначают? Это? Да, эти. Это память. Это покойная мама моя. Брюки сестра. поднимите, пожалуйста, до колена поднимайте брюки, просто по одной штанине. Вторую штанину. Все, опускайте. Подскажите, пожалуйста, за что вы задержаны? Я не знаю, я 51 статью взял. Понятно. Вором в законе являетесь? В смысле вором? Да или нет? Ну, в смысле вором в законе? Есть такое понятие, вор в законе. Ну, я старый вор. Представьтесь. Фамилия, имя, отчество ваше. Езаров Камуар Шакович. Дата рождения. 1962, 15 июня. Место рождения. Город Тбилиси. С какой целью вы приехали в Украину? Когда? Лечиться. Когда приехали в Украину? Месяц назад. Когда? Месяц. В декабре 19-го? Да. Где проживали? Ну, в гостинице. Статус в криминальном мире? Статус имеете в каком-то криминальном мире или нет? Да, уверен. Фамилия, имя, отчество? Макарчан Арсен Степанович. Дата рождения? 1977, 22 августа. Статус в преступном мире? Гражданин Российской Федерации, инвалид первой группы. Вором в законе являетесь? Являюсь. Так, представьтесь, пожалуйста. Вы отказываетесь представиться? Ну ладно, зачитаем сейчас все. Султулизов Феридон Джумгерович. Все правильно? 14 января 2019 года в отношении вас Министерством внутренних дел Российской Федерации принято решение о нежелательности пребывания и проживания в Российской Федерации. В соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года номер 114 вы обязаны выехать с территории Российской Федерации после освобождения из мест лишения свободы Российской Федерации. Вам это понятно, Фридон Джумберович? Так, в случае невыезда из Российской Федерации в указанный срок вы подлежите депортации. Также я вам сообщаю, если вы выехали с территории Российской Федерации и повторно въехали на территорию Российской Федерации, в отношении вас, соответствующие с действующим законодательством, а именно Уголовным кодексом Российской Федерации, будет принято решение в порядке статьи 322 УК РФ. Также вам сообщаю, в отношении лица другого государства или лица без гражданства, в отношении которого принято решение о нежелательности, въезд в Российскую Федерацию запрещен пожизненно. Это вам понятно? Молчим. Расписываться будете об уведомлении? Нет.
День добрый, господин. Поехали с нами. Шумберович, 21 октября 1964 года рождения, депортирован за пределы Российской Федерации по отбытию срока наказания. А также разъясняет вам, что в соответствии с 114 федеральным законом, после депортации въезд на территорию Российской Федерации вам будет закрыт в течение 5 лет. Это минимум. Вам все это понятно? Что непонятно, задавайте вопросы, я вам объясню. Какой депортация? Сейчас мы уходим на смерть. Что вам непонятно? Вы меня спрашиваете? О чем? Сейчас, после освобождения. А где это освобождение? Вы сейчас освободились в данный момент? Какой освободился? Вы снялись, перевелись, вы вывелись. Я понимаю. Я вам вот... Фамилия, имя, отчество. Там есть. Еще раз. Есть мою фамилию в связи. Фамилию, имя, отчество называй свое. Да есть у вас моя фамилия. Имя, отчество. Строит еще. Год рождения. 55. Дата полностью. 5 сентября. Боком повернись. Другим. Лицом. Мои джураны. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Щеницкий Вахтанг Михайлович. Число, месяц, год вашего 50-го года рождения. Октябрь месяц, 5 октября. Где вы родились? В городе Жулик. Гражданином какой страны вы являетесь? Российская Федерация. Гражданин Российской Федерации. В настоящее время на пенсии? На пенсии. Получаете официальную пенсию? Да. Ранее судимы? Нет. Никогда не были Никогда. судимы? Вором в законе являетесь? Нет. Раньше когда-нибудь были? Нет. Не были вором в законе? Никогда? Никогда.
К криминалу какое-то отношение имеет? Не имеет. Не имеет. Фамилия, имя, отчество. Все через адвоката. Являетесь ли вы вором в законе? Все через адвоката. Отказываетесь говорить, да? Ничего не отказываюсь, ничего не подтверждаю. Представьтесь, пожалуйста. Кугемиров Романович. Дата рождения. 53 год, 20 июля. Место рождения. Город Кутайск. Проживаете где? Проживаю в России. Гражданин какой страны являетесь? России, да. Ранее судимо? Да. Где, когда? Общий срок? Ну, гора, Общий срок? это 20, может, больше 20. Извините. Отношение к криминальному миру. Вором в законе являетесь? Да, я вор вообще. Спасибо. Шалабаза Давид Георгиевич. А до этого фамилию меняли? Да. А когда, в каком году? Не помню, Шарабизов. Шарабизов был? Удворялся до этого? Да. В каком году? То прошел, 5 лет давно прошел. Откуда удворялись? С Москвы. Куда? Грузию. Грузию. Давид Георгиевич, 3 сентября в отношении вас, Министерства внутренних дел Российской Федерации, принято решение о нежелательном проживания в Российской Федерации в соответствии с статьей 25.10 закона от 15 августа 1996 года о порядке выезда Российской Федерации и въезда Российской Федерации, в связи с чем вы должны выехать в Российскую Федерацию 5 числа 9.2017, то есть сегодня. В случае невыезда указывается, как вы подлежите депортации. Вам понятно? И вес вам запрещен. Депортации, то бишь вы меня и так депортируете. Я же не собственно ночь найду. Вы меня депортируете. Давайте уже исходить, как оно есть, по факту говорить. Да, Юрьевич, вы гражданин какой страны сейчас являетесь? Украина. Украина? Ну, вы будете передачаться в стране Украины. Понятно? Все ясно. Скажите, пожалуйста. Число сегодняшнее. 9. Фамилия, отчество ваше настоящее. Фамилия, имя, отчество. Дочь Януклю Валерьянович. Число, месяц, год рождения. 1987, 10 марта. Место рождения. Абхазия. Цель прибытия на территорию Украины. Полечиться приехал. Вором в законе являетесь? Не буду отвечать по такому. Ворамья Махарий Ревазович. Дата рождения полностью. 25.01.84. Место рождения. Грузия, Сенат. Зарегистрирован по какому адресу? Питер. Полный адрес прописки. Помню, не помню. Место работы. Похоронное бюро. Должность. Должность, не помню, как называется. Нету там должности. Ранее судимый, не судимый? Нет. Являетесь ли вы вором в законе? Я вообще не понимаю, о чем речь. Да, нет. Да я не понимаю, о чем Являетесь ли вы вором в законе? Да я не понимаю. Да что или нет? Я не закон. Я Вы не закон. вор в законе или нет? Я не вор в законе. Я не знаю, что такое вор в законе. Вы не вор в законе. Нет, я не в закон. Вы не вор в законе. Я простой гражданин России. То есть вы не являетесь вором в законе. Считайте, как хотите. Нет, я вас спрашиваю. А я вас отвечаю. Вы я являетесь вором в законе или нет? Да или нет? Очень все просто. Я вам отвечаю, я не знаю, что это такое. Вы являетесь вором в законе? Я вообще промолчу тогда. Вы являетесь вором в законе? Я представитель закона. Я да.
Ну, как Вы вопрос являетесь вы вором задаете. в законе? Вот представитель закона мне задаете, я в законе или нет, правильно? Правильно. Вы вор в законе или Вот нет? расшифруйте ваши слова. Вы вор в законе Вы или же нет? закон? Вы вор в законе или нет? Ну перестаньте, ребят, ну что? Почему? Какой закон? Вы являетесь вором в А законе вы или нет? являетесь закон? Я не являюсь законом. У нас законом является Конституция Российской Федерации. Ну вы же служите закону. Служу закону. А меня прописали? Но не ворам в законе. Нет. Вы вор в законе или нет? Меня прописали это. Я вас спрашиваю. Мы здесь никого не приписываем. Я не знаю, что это такое. Не понимаете, что не это знаю. Значит, не являетесь. Не знаю, значит Ну, не являюсь. Не знаю. все.